Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я опять вышиваю совсем маленький кусочек ткани. Видите, у меня он даже на пяльцах не полностью закреплен. Просто маленькие такие рисуночки я решила нарисовать и их вышивать. Вообще пригодится в любом случае когда-нибудь. Я-то знаю, для чего мне это, и вы тоже это увидите. Но вообще, вот если есть свободные там 10-15 минут, можно взять вот такую, сделать штучку, маленькую вышивку, и отложить в стороночку. Вы обязательно найдете применение, куда можно ее использовать потом. Я тут, знаете, недавно думала, у меня канал приобрел собственную индивидуальность. Смело можно сказать уникальность, потому что не просто шитье там и пэтчворк, да, лоскутное шитье, но еще и плюс практически последнее время почти все вещи я еще украшаю вышивкой, все, что я делаю. И получается, что у меня, бывают каналы, которые просто только вышивание, показывают вышивальные швы всякие, и все. Какие-то каналы просто про шитье. А у меня вдруг вот неожиданно такая вот получилась собственный стиль. Да, то есть вещи, которые я делаю, они все с вышивкой практически. Ну, не каждый раз, но очень много последнее время. Готова мне моя вышивка, делаю квадратик, вырезаю. И я решила укрепить его еще флизелином, клеевой тканью. Причем я флизелин делаю наверх клеевой стороной, чтобы у меня, когда я заглаживаю края, они прилипали. Но это не обязательно. На самом деле было делать, потому что, это я что-то зачудила, можно сказать. Но в результате я сделала вот так вот, приклеила эти краешки все хорошо. Храниться будет неплохо, наверное, да, если вот отложить в стороночку следующих проектов, не будет растрепываться. И, девочки, у меня вот мебельная ткань, образец. Она такая, вот знаете, как велюр, не велюр, как нубук, наверное, как замшевая такая вот поверхность, немножечко такая бархатистая. Я взяла несколько образцов подходящих и вот сшиваю, делаю заготовку. Я буду делать сумку и собираюсь вот этими квадратиками ее украсить. Вот плохо разглаживается, но если прогладить и потом сразу же переместить на более холодное место, там, где утюг не проходил, то хорошо держится. Значит, тоже так же я загладила кусочек этой ткани и на него буду пришивать. Я хочу приклеить, раз у меня сторона там клеевая, чтобы не скалывать булавками. Но не очень хорошо прилипает. На хлопковую часть, наверное, бы хорошо прилипала. Но вот в результате я сделала вот такой маленький кармашек, украшенный вот этим квадратиком с вышивкой. Сначала хотела просто пришить, потом думаю, пусть будет кармашек. Точно так же еще один квадратик с вышивкой пришила. И вот такой вот буду делать карман большой. Мне очень нужен большой карман. Украшаю его тоже таким же квадратиком. И немножечко уголки я решила делать не квадратные, а немножечко их вот так вот подрезать, чтобы у них форма была немножечко такая вот, не знаю, как ее назвать. Короче, делаю еще подкладку для кармана такой же формы, вот прошиваю, оставляю отверстие для выворачивания. Просто обычный кармашек делаю. Срезаю припуски, чтобы у меня, когда выверну, все было красиво, аккуратно. Делаю минимальные припуски и уголочки срезаю тоже под ноль практически. Вот, выворачиваю. У меня кисточка есть, которой я машинку внутри чищу, когда вот, чтобы пыль там не скапливалась. И я вот концом этой кисточки расправляю все уголочки и зашиваю этот карман. Я хочу прошить 2 раза вот здесь вот верхнюю часть. Даже я не буду зашивать никак. Вот просто когда я прострочу, то оно само зашьется. Вот. И этот карман закрепляю булавками на том месте, где я его задумала. И буду пришивать. Естественно, верхнюю часть не пришиваю, это же карман. Вот так вот еще сделала дополнительные закрепочки, чтобы он у меня крепко там держался. Задняя часть для сумки у меня вот такая же, да, вот видите, карман от нижней части у меня отрезан кусок. И сшиваю между собой 2, заднюю и переднюю части. Естественно, предварительно скалываю. Многие спрашивают размеры. Вот я решила померить. 42,5 в ширину сумка и в глубину 39 сантиметров. Но это вот сами заготовки. Сама сумка будет короче, потому что еще у меня будет там дно.
Я люблю загладить вот так вот швы боковые и нижние, чтобы они были расправлены, потому что дальше мне с ними работать удобнее, когда они вот хорошенько расправляются. Тем более здесь ткань такая, не очень хорошо разглаживается. Совмещаю боковой и нижний шов в углу сумки. Буду делать дно. Я уже не один раз это все дело показывала. Закрепляю булавкой и очерчиваю линейкой. То же самое делаю со вторым уголком. И линейкой очерчиваю линию, по которой буду прошивать. Я буду отмерять, у меня дно будет, я уже на опыте понимаю, что мне достаточно 9 сантиметров. Вот у меня 9 сантиметров. Отмечаю, где будет строчка. То же самое делаю со вторым уголочком. Также 9 сантиметров, чтобы у нас со всех сторон было одинаковое дно. Булавка мне мешает, я ее перекалываю. Вот, также дно 9 сантиметров. И вот под этим очерченным линиям прострочу на машинке. Все уже готово, срезаю лишние уголки, припуски оставляю достаточно большие, где-то по сантиметру. И выворачиваю свою будущую сумку. Значит, наружная часть у меня готова. Дно очень симпатичное, хорошее получилось, ровненько все и красиво. Вот такое. Точно так же я сшила подкладку. Точно так же уголки. Единственное, что я в боковом шве оставила отверстие для выворачивания и сделала еще карман на молнии. Как шить карман на молнии в сумку внутренней, у меня есть отдельное видео, и я ссылочку в описании к этому видео оставлю. Вставляю свою сумку в подкладку лицом к лицу. Предварительно я вот пришила здесь шлевочки по боковым швам, для того, чтобы ремень цеплять. Совмещаю боковые швы у подкладки и у лицевой части, скалываю булавками. И то же самое делаю с другой стороны боковой шов. Ну и по окружности сумки еще можно парочку раз сколоть булавками, чтобы это все держалось хорошо. И после этого иду на машинку и по окружности прострачиваю. Прострочила, выворачиваю через отверстие оставленное, вытаскиваю свою сумку. Мне остается зашить отверстие, через которое я выворачивала. Зашила. Смотрите, как быстро в видео. И мне теперь надо отгладить вот эту вот верхнюю часть, чтобы у меня подкладка не вылезала. Я еще прострочила вот эти шлевочки. И верхнюю часть по окружности я не стала строчить, потому что я буду все равно пришивать молнию. Сначала я ее наметаю, сюда приметаю, а потом уже пришью на машинке. И вот смотрите, у меня уже все готово. Кончик от молнии у меня прекрасно сюда влезает и уходит, не виден. И прицепляю ремень. Я ремень другой вообще-то заказала, розовый, светло-розовый, но он еще не пришел. Поэтому я от другой сумки взяла серый ремень из стропы обычный. И смотрите, какова красота. Такая летняя получилась, нарядная. И как ее украшают вот эти вот квадратики вышитые. Она бы была гораздо проще выглядела, если бы не вот эти вышивки маленькие. Они придают какой-то особенный шарм этой сумки. Ну просто вообще неземная красота. Я ей очень рада, этой сумке. И карман большой, мне вот скинуть всякие ключи от всего, от дачи, от машины, от квартиры. И также легко их достать можно будет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.